Секретное оружие применено. Масштабный скандал. Разведка бьет тревогу. Удар по супруге Зеленского. Задержание группировки в Украине. Что произошло? Масштабные аресты в столице. Антитеррористическая операция началась. Надули и обманули. Внезапный ход США. Что получила Банковая? Предложение Путина и МИД РФ. Обмен территориями. Вопрос границ решен. Президент отказывается от нескольких населенных пунктов. Послание Лукашенко и экстренный вылет из страны. О чем предупредил белорусов? Налоги на роскошь в Казахстане, атака на депутатов в прямом эфире и историческое решение Узбекистана. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 24 июня на календаре. Спасибо, что услышали мой призыв помочь мне сейчас с поддержкой в виде лайков для того, чтобы пробить сломанные алгоритмы YouTube, который чаще показывает многим из вас не новые, а старые видео. Вижу сообщения о тех, кто ищет выпуски вручную уже очень долго, но есть и те, кому высвечиваются видео на главные. Спасибо, давайте начнем. Орбан ушел, удар наносит Мадьяр. Венгрия ставит на паузу евроинтеграцию Украины. Будапешт в одиночку заблокировал процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом пишет «Политика». Еще 15 июня Киев праздновал дипломатическую победу, когда ЕС единогласно одобрил открытие первой официальной переговорной главы. На Банковой тогда озвучили амбициозный план – открыть все 6 переговорных кластеров уже к середине июля. Однако накануне Будапешт резко нажал на тормоза. Венгрия стала единственной страной, которая отказалась подписать совместное письмо в Европейский совет и комиссию, зафиксировав жесткий отпор экспресс-евроинтеграции. Премьер-министр Мадьяр прямо заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что чернила на первом документе еще не высохли, а открытие всех глав сразу пошлет неверный сигнал странам Западных Балкан, которые годами работают ради членства в ЕС. Этот шаг соответствует прохладному отношению премьер-министра Петера Мадьяра к членству Украины в ЕС. Хотя Мадьяр не возражал против открытия первого кластера для Украины, его правительство настояло на удалении слов «как можно скорее» в отношении вступления Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, сообщил один из дипломатов. Лукашенко обратился к народу и вылетел из страны на переговоры с Путиным, но прежде попросил жителей Гомельской области, которая граничит с Украиной, не паниковать и не волноваться из-за заявлений Зеленского. Успокоительные слова от Лукашенко озвучил губернатор Гомельской области Иван Крупко. Он рассказал журналистам, что доложил Лукашенко об обстановке в регионе в целом и как население Гомельской области реагирует на недавние предупреждения из Киева. Напомню, на днях Зеленский призвал Минск убрать ретрансляторы, которые корректируют огонь по украинским городам. Если Беларусь проигнорирует это предложение, Украина сама их ликвидирует, предупредил Зеленский. Конечно, в разговоре с главой государства было подчеркнуто тем, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь. Дальнобойные удары Украины по Крыму, мостам, переправам и НПЗ – это не только удар в рамках спецоперации «Логистический локдаун», которую объявил Киев, но и операция, целью которой является заставить обычных россиян почувствовать войну. Это была цитата из материала издания «Вашингтон-Пост». Материал называется «Дроны Украины разрушают видение Путина относительно Крыма». Авторы пишут о планах Киева превратить полуостров в остров с целью блокады российских войск. Кроме того, авторы материала делают вывод, что, парализуя логистику, Киев пытается разрушить продвигаемый Кремлем символ стабильности Крыма. Это была цитата. В то же время издание приводит недавние заявления Z-военкоров, которые недовольны тем, как на события реагирует Москва. Цитирую. «Мне просто любопытно, было ли какое-то официальное объявление, рекомендация или обращение к согражданам с призывом не тащиться в Крым этим летом, или нас ждет увлекательный квест по эвакуации 2 миллионов в среднем отдыхающих и пляжников», написал в своем блоге репортер «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Лучше бы сделать это пораньше, до начала сезона, учитывая, насколько безрассудными и забывчивыми могут быть наши сограждане. Украина продолжает наносить удары в ответ по территории России. Их частота действительно изменилась, пишет издание. Одна из последних атак на Крым привела к уничтожению моста
через Северо-Крымский канал. Об этом я рассказывал во вчерашнем вечернем выпуске. Вы можете найти его на канале. Трамп не против, чтобы Путин снова приехал в Америку на переговоры, где потенциально встретится не только с американским лидером, но и с Зеленским. Идея визита Путина в США принадлежит Зеленскому, и Трампу она очень и очень понравилась. Об этом пишет Киев Independent. В целом, автор материала накануне опубликовал резонансное заявление. Трамп поддержал Зеленского в приватном разговоре, который состоялся на днях на полях G7. Президент США сказал Зеленскому действовать более смело в отношении России, так как не верит, что Путин что-то сделает без давления, говорится в материале. Далее цитата. Это послание поступило на фоне того, что Киев активизирует усилия по организации встречи между Зеленским и Путиным. Идея, которую поддержал Трамп, но от которой Кремль продолжает уклоняться. Трамп говорит, что на самом деле не верит, что Владимир Путин что-либо сделает без давления, добавил чиновник, присутствовавший на брифинге по итогам недавней встречи Трампа и Зеленского. А в России накануне уже начали открыто говорить, что США кинули Кремль или, как часто говорит Путин, надули. Об этом заявил Лавров. На повестке, опять же, дух Анкориджа и красные линии. Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось. Сам же Путин резко сменил риторику. Накануне он сделал два заявления. Сперва о том, что нет предпосылок для переговоров с Зеленским, а после, буквально через несколько часов, что готов к переговорам, но есть условия. Послушайте. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Путин также вспомнил о, цитата, «реалиях на земле и договоренностях в Анкоридже». А Зеленский успел ответить. Также говорит, что Украина давно готова к переговорам, но если Россия бьет, то Украина будет бить в ответ. Кроме того, Зеленский заявил о протестном настроении в России на фоне последних событий. Это наше давление, и каждая другая форма давления на Россию должны работать и дальше, и сработать на мир. Уже большинство в России предъявляет претензии Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для россиян должны приближать их к мысли, что это их война, и это не просто камни с неба, и что их война должна закончиться. Нужны реальные переговоры. Украина внесла все предложения по этому поводу. Мобилизация в России неизбежна. Такой прогноз появился на страницах Financial Times. Данные публикуются со ссылкой на западные разведки и бывших высокопоставленных сотрудников Кремля. По их словам, Путин практически в ручном режиме контролирует войну и получает доклады начальника Генштаба Герасимова. Далее цитата. Он, Путин, убежден, что вопрос только во времени. Военные умеют поддерживать у него нужные ожидания, а он им верит. Конец цитаты. В таких условиях новая частичная мобилизация почти неминуема в России, считают военные аналитики, и добавляют, у Путина мало инструментов, способных изменить ход войны в ближайшие месяцы. Причем в Кремле тоже понимают, что без дополнительной живой силы не обойтись. По словам источника, участвующего в неофициальных контактах, в Москве все более очевидным становится вывод, что единственный выход из застоя – дальнейшая мобилизация человеческих, промышленных и экономических ресурсов. Вопрос лишь в том, в какой форме это будет сделано и как это будет преподнесено, отметил он. Тем временем в России заявляют, разговоры о грядущей мобилизации – это фейк, поскольку число желающих заключить контракт с армией не уменьшается. Секретное оружие применено. Сбитый в Иране американский пилот F-15 шокировал разведку США рассказом о необычном, а точнее секретном иранском рое дронов, который двигался в воздухе единым организмом в форме гигантской медузы. По данным источников CNN, секретная технология позволила связать крупные беспилотники с более мелкими, свисавшими снизу подобно щупальцам. В Пентагоне из-за этих показаний разгорелся жесткий спор, ведь если Тегеран реально создал такое минное поле в небе, то баланс сил полностью разрушен. Скептики внутри американских спецслужб пытаются списать все на пустынный мираж и галлюцинации летчика, получившего при крушении сильное сотрясение мозга.
Однако эксперты предупреждают, что Иран мог тайно получить эту продвинутую архитектуру сетевого управления от Китая или России, пишет CNN. На разработку защиты от координированного роя камикадзе, способного держать часть сил в резерве для повторного удара, США теперь придется потратить миллиарды долларов, говорится в публикации. Сами военные пока официально отмалчиваются, но инцидент уже расследуется в экстренном порядке. Множество беспилотников, соединенных между собой и двигающихся как единое целое, причем более мелкие дроны находились под более крупными, как щупальца, рассказал CNN, один из источников, знакомый с показаниями пилота. Настоящая чертовщина в духе пришельцев. Удар по супруге Зеленского. В Украине группировка решила нажиться на украинцах под прикрытием первой леди. Имиджевая атака, как пишут украинские СМИ, была осуществлена лишь с одной целью – поживиться. На кону – 1 000 000 гривен. Деньги в обмен на фейковую помощь. Силовики заявляют, что фигуранты дела представлялись работниками фонда Елены Зеленской, а также ЮНИСЕФ, платформы United24, благотворительного фонда «Верни живым» и Украинского Красного Креста. Доверчивых украинцев искали, а потом обирали до нитки через ТикТок и другие интернет-ресурсы. Схема была простой. Подозреваемые убеждали граждан предоставлять финансовые данные якобы для получения помощи или совершать тестовые платежи на подконтрольные им счета. Среди пострадавших есть и представители ВСУ. Для усиления доверия они демонстрировали поддельные документы и фальшивые подтверждения выплат. Общая сумма причиненного ущерба превышает 1 000 000 гривен. Среди потерпевших есть военнослужащие ВСУ. Продолжается досудебное расследование. Антитеррористическая операция в столице. Массовые аресты начались. Силовики устроили жесткую зачистку. Столица Турции пережила штурмы. В Анкаре в ходе масштабных рейдов уже задержаны 209 человек. А всего главная прокуратура выдала ордеры на арест 241 фигуранта. А в ходе обысков изымаются целые арсеналы, огнестрельное оружие, боеприпасы и ножи. Под удар попали члены радикальных и запрещенных организаций, включая Исламское государство и подпольные ультралевые группировки. Причиной столь жестких мер стало резкое усиление безопасности в преддверии июльского саммита НАТО. Накануне облав администрация губернатора Анкары объявила беспрецедентный 13-дневный режим тишины, полностью запретив любые демонстрации, митинги и даже пресс-конференции. На этом фоне в стране разгорается громкий политический скандал. Турецкая оппозиция жестко раскритиковала действия властей, заявив, что масштабные аресты и запреты – это лишь предлог для закручивания гаек, подавления демократии и зачистки гражданских свобод перед приездом иностранных делегаций. Атака на бассейн Трампа. 6 человек арестованы и еще 7 привлечены к судебной ответственности за ущерб, нанесенный зеркальному бассейну у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Об этом в своей соцсети сообщил президент США, который был инициатором недавней дорогостоящей реконструкции водоема. Глава Белого дома считает, что вандалы действовали под покровом ночи и, далее цитата, «очень постарались, чтобы устроить такое». По версии Трампа, вредители с помощью ножа или лезвия изрезали покрытие бассейна, длина повреждений около 100 метров. Также американский президент сокрушается из-за испорченного газона возле бассейна и обещает все быстро исправить, потому что время поджимает. В любом случае, даже до завершения ремонта отражающий бассейн выглядит настолько красиво, насколько это вообще возможно. Мы спустим часть воды либо непосредственно перед Днем независимости, либо сразу после 4 июля, чтобы провести окончательный ремонт. Жесткая схватка в прямом эфире. В сети вирусится ролик из Горсовета Еревана. Во время заседания между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционным блоком «Мать Армения» разгорелся спор из-за результатов парламентских выборов. В частности, оппозиционеры обвинили политсилу Пашиняна в краже голосов. Очень быстро словесная перепалка, пишут местные СМИ, переросла в массовую драку. Депутаты начали бросаться пластиковыми бутылками, а потом кинулись друг на друга с кулаками. Все происходящее записывалось на камеру, в зале велась прямая трансляция. Чем закончилась драка, не уточняется, поскольку на заседание срочно объявили перерыв. Обмен территориями. Президент отказался от земель. Вопрос границы решен. Узбекистан передал Кыргызстану 2 села, в которых живут 2500 человек. Об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана. В Бишкеке пояснили, приграничные населенные пункты Чангара и Таш-Тобо
отошли к Кыргызстану в рамках демаркации границы. Большинство жителей этих сел – этнические кыргызы. Кроме того, в целях строительства автомобильной дороги соседние страны обменялись равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Напомню, в 2023 году Кыргызстан и Узбекистан завершили делимитацию и демаркацию общей границы, и по итогам соглашений Кыргызстан получил около 19 тысяч гектаров спорных территорий, а Узбекистан – 4,5 тысячи. Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской республики. В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне. Налог на роскошь. Жителей Казахстана, у которых есть большие квартиры, дома, автомобили и яхты, предупреждают: платить за дорогостоящее имущество придется со следующего года. В Комитете госдоходов объяснили, налог на роскошь официально введен в этом году, но все нормы заработают в 2027. Под налог попадают физические лица, у которых совокупная оценочная стоимость недвижимости превышает 450 миллионов тенге. Это чуть больше 900 тысяч долларов. При этом считается не рыночная цена, а официальная оценка государства. Владельцам роскоши считать ничего не нужно, говорят налоговики, они получат уведомление. Самостоятельно рассчитывать и декларировать налог не нужно, потому что это делает Комитет госдоходов. Уведомление о сумме налога появится в банковских приложениях заблаговременно, примерно в июне 2027 года. Срок уплаты – 1 октября. Барьеры рушатся. Казахстан стал ближе к Евросоюзу. Накануне в Брюсселе Токаев и лидеры ЕС Антонио Кошта и Урсула фон дер Ляйен приняли совместное заявление о дальнейшем углублении сотрудничества между Астаной и Евросоюзом. При этом Кошта назвал Казахстан мостом между Европой и Азией, а глава Еврокомиссии заявила, что за 10 лет после подписания соглашения о партнерстве товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос более чем вдвое. По ее словам, Брюссель намерен расширять торговлю, в том числе в сельском хозяйстве, а переговоры по упрощению визового режима с Казахстаном практически завершены. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи уже утром.